Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие подписчики и те, кто, быть может, совершенно случайно оказался на канале Астро Эспирационе. Сбудется ли ваше желание? Осуществится ли задуманное? Проект или то, что вы хотите осуществить? То, что вы запланировали? Давайте с вами узнаем. Три варианта. Оставлю тайм-коды под видео. Конечно, это может быть один вариант, а может быть у вас и много желаний. Будем говорить, что тут все на уровне интуиции, мои дорогие. И поэтому вот прислушайтесь к подсказкам собственной души. Кому необходимо, поставьте на паузу. И если карты нам расскажут, допустим, однозначно да, вот такой ответ будет, то тогда мы не будем доставать дополнительные карты. А если что-то такое двойственное, непонятное, ну, тогда мы полюбопытствуем. Ну, в том случае, когда нам скажут нет, тогда тоже. А почему нет? Давайте так вот немножко раскроем. И я бы сказала, не ставьте больших сроков, длительных. Мы делали уже с вами такой расклад, это где-то, наверное, недели 3 тому назад было, ну или 2, я могу ошибаться. Может быть, для кого-то есть смысл, вот тоже напишите, кстати. Может быть, вы какой-то ориентир такой берете по этим раскладам, ведь, опять же, интуиция, что-то просчитываем, мы предполагаем такие варианты или другие варианты. И для кого-то актуально вообще каждую неделю. Ну вот напишите, мне будет это интересно, пытаюсь сориентироваться, что вам максимально интересно. Итак, 3 варианта и изначально 3 карты. Загадай желание, сбудется ли оно, осуществится ли ваш проект или того, что просит ваша душа, как это переложить на реальные рельсы, да? Однозначно может быть да, и уже где-то на подходе решение. А может быть, это еще и вы на начальном этапе, когда вы продумываете, а вообще, в принципе, это имеет место быть, или я тут замечтался или замечталась. Первый вариант. Сбудется ли ваше желание? По рыцарю мечей тут нам говорят и не да, и не нет. Вы, скорее всего, зависите, к примеру, от конкретных людей, от некоторых персон. Может быть, решение этих людей. И я могу допустить, есть еще что-то беспристрастное, как работа какой-то системы, например, да, регламент, если мы говорим, сработает он или нет, если мы говорим именно про систему, про какой-то ресурс вот сам по себе, может быть, интернет-ресурс, да, и тут тоже, тут вот от вас не зависит. Но ведь эта карта, с одной стороны, бунтарь без причины, вот так называется, с другой стороны, со знаком плюс она приглашает нас вообще отказаться от всяческих эмоций. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваше желание сбылось, здесь не должно быть эмоций. Здесь нельзя вообще где-то через душу пропускать. Это правда. Здесь вы можете столкнуться, ну, с какими-то неопределенностями, как и с людьми, которые вам могут говорить самые разные вещи, или вы можете сталкиваться, знаете, с равнодушием, мои дорогие. И вам тогда нужно, если вы действительно понимаете, что ваша мечта, задумка, тема, она стоит того, как игра стоит свеч, или другого выхода нет. Ну так тогда и сами себя не раньте вот этими где-то эмоциональными всплесками или добавлением эмоций. Вот конкретное дело. Так, а что это такое вообще? Давайте посмотрим. Что же это вы такое загадали? Вообще неожиданно. Сбудется или нет? Что тут? В связи с чем? Может быть, это просто карта так вот первая выпала, а как будто сбудется. Посмотрите, все-таки это карта праздника. В конечном итоге вы сумеете решить. Но, может быть, благодаря тому, что нет эмоций. А это точно, смотрите, по аркану императрица. Во-первых, императрица надеется сама на себя. И когда в таких раскладах выпадает, это вот вообще ни разу, может быть, ни разу не говорят об том, что мы надеемся на каких-то людей. Но все же первая карта у нас рыцарь мечей, и это совсем не приятная карта, прямо скажем. Она связана как и с людьми, у которых, да непонятно, что они хотят, или непонятно, как они будут поступать. Это может быть и какая-то
ситуация, в которой вы, может быть, еще пока не владеете в полной мере. Вот я говорила о ресурсе, и здесь еще вам что-то предстоит изучать, какие-то разные подходы искать. Вот есть та тема, она для вас абсолютно точно, она более чем жизненно важна. Аркан Императрица. Но если вы будете надеяться на себя, то у вас тогда и не будет вот этих рыцарей мечей. Или меньше будет какой-то путаницы, мои дорогие, так и хочется сказать. Больше будет праздника. Ну вот хорошо, а как надо поступить? Оставь прошлое в прошлом. Десятка мечей, мы в прошлое закрываем дверь. Тут какая-то перезагрузка. Вот не совсем тут как-то однозначно. То есть ваша тема, задумка, желание может осуществиться, но совершенно другим каким-то путем, мои дорогие. А вот вообще неожиданно. Давайте я достану еще одну колоду. Вот так бывает. Запланировала я одно, а карты живут своей жизнью. Вот я достану вторую колоду. Вот так вышло, да, и она у меня не перемешанная, разумеется, шестерка кубков. Вы можете надеяться на какого-то человека, который вам известен. Или вы пытаетесь действовать теми же методами, что и прежде. А тут вот именно это может и не сработать. Или не в полной мере. Давайте мы сделаем вот что. Раз так вот неоднозначно. Да, вроде как исполняется желание, и дальше даже праздник, и это все очень близко к рыцарю мечей, то есть это неоднозначное нет. Не, в том-то и дело, что тут нам говорят о том, что вот, по крайней мере, какой-то первый шаг или что-то тут у вас все равно получается. Но все равно в прошлой двери закрываем. Поэтому мы достанем две карты еще к нашему варианту, пусть это будет еще под вариант. Поставьте на паузу, если... Или задумайте какие-то два направления, два способа действий. С чем это может быть связано? Первый вариант. И второй вариант. Я немножко подожду для тех, кто на паузу не ставит. Как вы будете действовать? Да? Что вам принесет успех? Что позволит вам осуществить задуманное? С чем это будет связано? Первый вариант. Паж кубков. Вы знаете, тут бы мы чего-то очень хотели. По пажу кубков есть все-таки эта радость. Но это такая радость кратковременная. Ведь паж кубков это, по сути дела, и если мы... это колода карт 78 дверей. Закрыты двери или открыты двери. Мы говорили, может быть, люди ненадежные. И тут правда, по пажу кубков люди ненадежные. Человек идет с лозой, ищет воду. И, кстати, эта колода, она достаточно современная. И в наше время 1001 способ, кроме как с лозой ходить по пустыне, искать воду. Нам говорят о том, что убивает время человек, понимаете? Поэтому какой-то человек может быть просто глух к тому, чего вы ожидаете. И, может быть, вы ожидаете содействия, или вы ожидаете, что человек откликнется. Вот это ожидание, оно не закончится ничем, по сути дела, понимаете? И, может быть, радость все-таки она, эта карта приятная. Она дает надежду или дает возможность на какой-то процент, понимаете, решить ваш вопрос. Но сказать, что исполняется ваше желание с точкой, то, наверное, нет. Давайте откроем второй вариант. Вот интересно, да? Я говорю, карты живут своей жизнью, а тем не менее, если мы сказали по десятке мечей, в прошлое закрываем дверь, очень символично, что где-то с этой же стороны выпадает 13-й старший аркан. Окончание. Неизбежное окончание чего-то. Поэтому даже если вы пытаетесь действовать определенным способом по первому варианту, мои дорогие, да, в какой-то процент, на какую-то долю это сработает. Но будьте готовы к тому, что потом уже не сработает. Или достижение цели придется переключить в какую-то новую плоскость. Вот, может быть, поэтому аркан императрицы и говорит: надейся сам на себя или сама на себя. И у кого-то могут быть вопросы денег. У кого-то тут по императрице вопросы личной жизни, какой-то личной истории, взаимодействия. Вроде праздник есть, вроде отклик есть, что-то у вас получается, а потом все равно финиш. Понимаете?
Поэтому себя переформатировать в какое-то новое направление придется. Вы решите как будто вопрос, но на какую-то часть, но тему саму вы не закроете, если было именно, ну так было поставлено ваше желание, ваш вопрос. Или, если мы говорим о методах, или о достижении конечной цели. Нет, тут придется что-то переигрывать совершенно по-новому. Более того, 13-й старший аркан, я надеюсь, что все понимают, что это не про смерть, нет, это совсем, это аркан трансформации. О чем говорит нам эта карта? Да засиделся ты уже, заждался. Вот как этот человек, он сидит на погосте и все время все чего-то ждет. Очень так тускло, мрачно, уныло, а тем не менее ничто не препятствует. Уже давно как будто нужно было выйти, и тем не менее. Из всех красок жизни словно остались вот эти цветы на погосте. И песочные часы в руках человека говорят, вообще это время уже пошло. И мне хочется сказать, это как помощь высших сил. Не случайно у нас два старших аркана. Первый, который говорит о вашей ресурсности, о ваших возможностях. И правда, у вас сильная позиция. Но она будет по-настоящему сильна тогда, когда вы рационально, как будто вот есть направление, в которое, ну, нет смысла двигаться. И со знаком плюс вообще я должна сказать. Вот эта карта «Бунтарь без причины». Может быть, это внутри вас что-то бунтует. Это вы с чем-то не согласны. Но со знаком плюс она говорит: будь реалистом. Вот если мы ищем правду, истину, мы ее точно найдем. И значит, что бы вам тут ни обещали, что бы вам тут ни говорили, здесь как минимум надо делить надвое и доверять только самому себе или самой себе. Ладно, давайте вторая ситуация или второе желание, сбудется или нет. Да, например, тоже нам не говорят о какой-то траектории, но мы с вами смотрим не на далекий срок, может быть, тоже неделя, пару. Если это, знаете, вы ждете известия какого-то, сообщения, может быть, какой-то встречи, буквально все-таки рыцарь. Возможно, карта говорит о том, что если вы продумываете важный диалог, который в конечном итоге вы, ну, представляете или можете предположить, что как раз через контакты с этим лицом вы можете с ним о чем-то договориться или вам он может в чем-то посодействовать, то эта карта говорит «да». Она тоже не говорит о том, что это, знаете, как мы застолбили место или зафундаментировали его. Нет, это карта определенного срока. И не замечтаться, кстати, по этой карте будет тоже важно. Видимо, будут и те темы, которые вам нужно будет продумывать самому, или не бежать буквально впереди паровоза. Карта не говорит о том, что это и быстро будет происходить. Но, в принципе, если мы говорим «да» или «нет», то по этой карте «да». Давайте посмотрим третий вариант. Сбудется ли ваше желание? Вы знаете, не совсем тут однозначно. Королева жезлов, обратите внимание, один жезл как будто крупный. Он у нас стоит, и факел на нем расположен, да, как это и идея или то, что задумала королева. Это карта ресурсного человека. А вот второй маленький пока жезл, он может свидетельствовать о том, что какое-то желание, намерение, оно у вас еще до конца не оформилось. И прежде чем вы утвердитесь, вам самому или самой нужно с чем-то определиться. Вы сейчас ресурсные, но осуществить получится именно тогда, когда вы создадите какой-то тезис-план. Ну, раз так не совсем однозначно, сбудется ли желание, хочется узнать поподробнее. Давайте мы с вами спросим еще раз, сбудется ли желание, осуществится ли намерение. Да, тут что-то у вас получается. И если мы говорили о двойке жезлов, однозначно, вот когда вы свое намерение перекладываете в материальную плоскость, или если мы говорим о плане, детализируете, это вам дает уверенность. Или для кого-то, может быть, был загадан как переезд, потому что по четверке жезлов это праздник после победы. Это теплый уютный дом, надежное место, как среда обитания или место нашего нахождения. Здесь у каждого по-своему. Но здесь больше определенности, правда, где-то мы сами вносим, и, наверное, высшие силы, остальные два жезла добавляют, и в итоге получается какой-то красивый узор. Но должна сказать, что, правда, мои дорогие, по третьему варианту ваше желание исполнится. Но хочу добавить, какие от вас, вот давайте хоть пару карт.
Что от вас потребуется? Потому что тут как-то вот не совсем поняла. Ну, правда, по королю Пентаклей, опять же, никаких эмоций. Это великий консерватор, поэтому если мы про план, то тут надо настолько все детализировать и надеяться на самого себя или саму себя. Хотя, может быть, у кого-то задумано именно взаимодействие с человеком. Да, и вы знаете, тут может быть через взаимодействие с человеком, но в разных вы энергиях. Может быть, вот эти два жезла будут говорить о том, что либо план какой-то ваш неоднозначный, либо вы пока не знаете, как пройдут какие-то согласования или как вы сумеете с кем-то договориться. И договориться-то вы сумеете. Но два человека нам показаны, может быть, как у кого-то и история любви, абсолютно разные люди. И пусть даже вы семья, кто-то смотрит и темы семейные. Так вот, вы можете быть с позиции любого героя, любого персонажа. Королева мечей будет говорить о том, что ведь это карта, когда мы, знаете, готовы даже где-то и отказаться от чего-то. Мы настроены воинственно, правда, никаких эмоций. И несмотря на то, что есть какие-то предпочтения, но по королеве жезлов, к примеру, она умеет хранить тайну. И, кстати, королева мечей тоже умеет хранить тайну, и обе умеют хранить молчание. Значит, для того, чтобы исполнилось ваше желание, вы должны быть на своей волне. Вы никому не должны ничего говорить. И даже строя диалог с конкретным человеком, вы так немножко чувствовать собеседника нужно, потому что договориться, может быть, будет и непросто. Есть возможность волшебная, словно действительно высшие силы помогают. Но у вас может, мои дорогие, что-то буквально, вот, знаете, есть такая фраза «меня бесит». Вот, вот что-то подобное, потому что вы разные, вы полярные. Но и карта-то говорит, подожди, ты тут не торопись. Да, опять же, себя сохранять придется, но допусти, что если это контакты, то не все люди одинаково, не все думают, как вы именно, мои дорогие, думаете. Поэтому, с одной стороны, планирование – это благо, а второй момент – к этому планированию добавить готовность к коррекции этих самых мелких планов, чтобы какое-то желание осуществилось. Перекладывайте на себя, мои дорогие, надеюсь, чем-то вам помог наш расклад. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.